Всем привет, друзья! Вы на канале Рыболов Копатель. Доброго времени суток! Сегодня мы с вами отправляемся за приключениями к дому немецкого колдуна, к дому восточно-прусского эзотерика. Рядом с его домом был старый плодовый сад. Обязательно зайдем туда и прозвоним. Ребята в комментариях писали: обязательно проверь, Павел, наверняка там что-то спрятано. Дорога предстоит через паханое поле. Его проборонили как раз, поэтому я решил не напрямую идти и там включаться, а сразу запустимся с вами. Все, что по дороге найду интересное, вам покажу. Так что, друзья, не переключайтесь, подписывайтесь, пишите приветственный коммент, ставьте палец вверх. А кто не смотрел предыдущие видео, обязательно откатитесь немного назад. 2-3 выпуска последних примерно в этих местах, которые были находки, были интересные, обязательно посмотрите. Все, поехали. Ух ты! Блин, косули прям тут. Слушали меня? Да ёшкин кот. Я вам сразу говорил, друзья, места мистические. Отправляемся. Наверное, глубинную программу поставлю сейчас. Сигналов мало здесь. Мы с вами стоим на дороге. Вот тут прям 2 постройки было. И нам надо двигаться вверх по дороге к дому колдуна. Вот тут вот, где метка стоит, вот тут дом колдуна. А по дороге сады справа и слева, они никак не отмечены. Будем проходить пересечение дорог. Обязательно там тоже с вами внимательно проверим все примерно в центре маршрута. Друзья, мы на дороге к дому колдуна. Вот здесь начинаются сады. На обратном пути мы с вами обязательно зайдем и прозвоним. Там вот где деревья, надо там позвонить будет. Там такая площадочка. И у меня первый сигнал есть уже. Первый сигнал и первая находка. Бирка с номером 43 наверняка. Ой, не сфокусировался. 43, наверняка 43-й год. Вот где отверстие ближнее, там надпись есть. Попробую увеличить сейчас. Наверное, фермера имя, может, фермерского хозяйства. Вот такая находочка у нас с вами. Первая бирка алюминиевая. Будем звонить дорогу эту. В ту сторону пойду, вот эту сторону прозвоню. Потом возле дома с вами покрутимся. И потом обратно вот эту сторону прозвоню. Мы белый налив рвали. Вот это вот яблоня. Несколько сортовая. А потом пойдем вот туда. На вот ту площадку и там прозвоним. Но это будет на обратном пути. Мы идем по дороге к дому. Посмотрите, какая красота, друзья. Просто великолепие природы. Там и сосны стоят. А мы спускаемся туда. Ребят, незадача случилась. Посмотрите, сегодня решил ботинки одеть, а не сапоги. И они дали сбой. Конкретный причем сбой. И чтобы не пошло дальше, вот эта гангрена, сейчас я ее вот этим бразильским ножом, я ее сейчас оттяпаю. Побегаем еще, друзья. Трактор приехал. Баронит ездит. Измельчает. Так, друзья, что-то интересное вылетело. С надписью. Какая-то крутилка, вертелка. Сейчас почистим и посмотрим. Скорее всего, был какой-то тумблер-переключатель. Какие-то обозначения. Син, гер. Чик-чик-чик-чик. Что-то щелкалось. Такая забавная штука. Сначала не понял, что это такое. Это ж клык. Ребят, смотрите какой.
Кабанячий, наверное. Хороший сигнал прозвучал. И, по-моему, здесь гирька, друзья. По-моему, это гирька. Да. Так и есть. Сейчас ее почистим и посмотрим клеммышки. А гирьки мы любим, как вы знаете. К сожалению, плохо читается. Они есть, конечно, вон углубление, но надо посильнее почистить. Вот такая вот в коллекцию отправляется гирька. А тут дед низ послал мне снова меди. Я давай проверять на предмет Ford, Opel и так далее. Клемму нет. Ничего такого нет. Забираем на цвет мед. На поле, друзья, сигнал все реже и реже. Сигнал ветшает. О чем это говорит? Это говорит о том, что нужно немедленно отправляться в сад и исследовать его. Мы уже тут с вами прочесали. Сегодня 3-й выезд или 4-й даже уже мы здесь ходим. Уже сигналов практически нет, одни пуговицы попадаются. Пойдемте в сад, там точно что-нибудь будет. Но для того, чтобы пребывать на одной волне с локацией, надо обязательно отведать местных яблочек, друзья. Вот она, красотуля какая. Посмотрите. Не хуже магазинских. Полнейшая гармония, ребят. Ну просто полнейшая. Вообще просто кайф. Вот так мы и прыгать умеем. В саду колдуна, друзья, трава вот такая вот, ходить невозможно. Прошел чуть дальше, тут уже дорога, поселок. Но вот тут, смотрю, разваленные кирпичи, фундамент какой-то был. Сейчас попробуем здесь покрутиться. Вот чудеса, ребят, посмотрите. А вот это вам ничего не напоминает? А это вам ничего не напоминает? Недавно мы с вами выкапывали только. Молния отвод, заземление. Посмотрите. И тоже вот фундамент идет, и рядом с фундаментом. Офигеть. Но я его не буду трогать сейчас. Офигею его выкапывать тут. Очень странные находки, друзья, очень странные. При колдуне. Посмотрите. По-моему, это от советской кокарды, если я не ошибаюсь. Посмотрите. Сразу же медяночка зашла. Это радует. Такое мы любим. Дальше. Друзья, смотрите, какая находка. Верховая, можно сказать. Это, наверное, от швейной машинки. Смотрите, тут вон венок идет. Здесь какие-то надписи. Сейчас попробую почистить. Не знаю, что получится. Что это такое? Чье это? Там по-русски написано. Город какой-то. Швеймаш. В общем, советская была. Может и старая швейная машинка. Я начал шурфить вдоль фундамента. Вот проводов вытащил. И он осколок какой. Розенталь, Бавария, Моделина. Друзья, как я зашел в сад колдуна, так сразу ветер начался сильный. И по сию минуту он продолжается. Друзья, все пошло не так. Фермеры запахали дорогу, по которой я заезжал. Срочно выбираемся отсюда. К сожалению, друзья, пришлось преждевременно выезжать, потому что на грани был того, что вообще не выехать. Поле пашут, и дорогу, по которой заезжал, запахали. Пришлось там по обочине объезжать вообще. Ну, уже переоделся, решил обратно не возвращаться. Но мы туда еще вернемся обязательно. Вот недавняя оловянная крышка от пивной кружки, которую погнутую
я доставал близ дома колдуна. Кстати говоря, удалось ее немного выпрямить. Ну, тут она вырвана, соответственно, была. Ну, вот это вот фрау, конечно, это вообще, посмотрите, какая бочка у нее там шикарная. Платье какое, шляпка, вообще. И сама еще с пенным сидит. Представляете? Так вот тут вот еще какой-то девиз написан. Фюргуте, фюргутес. Наверное, что-нибудь про приятное пивопитие говорится. Короче, вот такая вот гражданочка. Так что всем спасибо за просмотр, друзья. Ставьте палец вверх, пишите комменты. Все, до новых встреч. Всем пока.